Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такие слитки. Ну, я пока только один связала. Без шва, без отрыва нитей. Вяжется он легко. Единственное, что будем делать расчеты, надо быть внимательными. И причем расчеты не сложные. Значит, расчеты я делала вот по этой таблице, которая взята из интернета. Но фактически эта таблица из журнала. Вот она, один в один. Вот по этой таблице мы будем с вами вязать слитки без примерки. Для начала мы с вами свяжем образец именно тем узором, которым будем вязать подошву. И посмотрим, сколько петель в 10 сантиметрах. Вот, именно в 10 сантиметрах для точного расчета. У меня в 10 сантиметрах 20 петель. Значит, в 1 сантиметре 2 петли. Вот я нарисовала подошву. Значит, вязать все расчеты будем брать вот по этой таблице. Таблица размеров для носков. Вот она. Смотрите, здесь есть плотность вязания 30 петель в 10 сантиметрах. Мне это не подходит. Далее плотность вязания 22 петли в 10 сантиметрах. Тоже не подходит. И вот есть плотность вязания 20 петель в 10 сантиметрах. Это как раз мой расчет. Эта таблица взята из интернета. Но она, по идее, изначально была вот в журнале. Вот один в один. Вот здесь написано длина ноги. Но длина ноги не может быть. Либо длина стопы, либо размер ноги. Значит, вот эта таблица, и по ней мы будем работать. Я буду вязать на свою ногу. У меня 36 размер. 36 размер. Длина стопы 23 сантиметра. А в 37-м 23,5. Значит, у меня 23 сантиметра длина стопы. Так, далее смотрим. Длина носка от середины пятки до начала вязания мыска. Это вот эта часть до вязания мыска. Вот здесь мыс у нас начинается. То есть это расстояние от середины пятки до половины ногтя мизинца. Смотрим, сколько тут. 19 сантиметров. Вот. В 36-м и в 37-м размере 19 сантиметров. Значит, вот это расстояние 19 сантиметров. Мы будем вязать по кругу. То есть у нас будет увеличиваться и здесь количество рядов, и здесь. Поэтому мы, вот если от 23 отнять 19 сантиметров, получается 4 сантиметра.
Вот на эту часть, на мыс, уходит 4 сантиметра. Значит, столько же мы должны убрать и здесь. Тоже 4 сантиметра. Значит, от 19 мы отнимаем еще 4. Получаем 15 сантиметров. И вот эти 15 сантиметров мы должны набрать. Значит, поскольку у меня в 1 сантиметре 2 петли, мы 2 петли умножаем на 15 сантиметров и получаем 30 петель. Но мы будем набирать в 2 раза больше. То есть мы еще 30 петель умножим на 2. Получается 60. Поскольку мы будем набирать на 2 спицы, вот у нас и получится 60 петель. Сейчас вы это увидите. Значит, набирать петли будем следующим образом. Делаем первую петлю, каждый делает ее по-своему. И надеваем на 1 спицу. Вязать я буду на круговых спицах. Берем вторую спицу, укладываем параллельно, перекручиваем нить и надеваем на верхнюю спицу. Опять перекручиваем нить, надеваем на нижнюю спицу. Перекручиваем, надеваем на верхнюю. Перекручиваем, надеваем на нижнюю. Перекручиваем, надеваем на верхнюю. И так мы должны набрать, чтобы на нижней спице было 30 петель и на верхней спице тоже 30 петель. В итоге в общей сумме у нас будет 60 петель. Значит, я на свой размер набираю в общей сложности 60 петель на обе спицы. Вот я набрала 30 петель на нижнюю спицу и 30 петель на верхнюю спицу. В итоге у нас получилось 60 петель. Теперь верхнюю спицу мы выдвигаем влево и поворачиваемся. Теперь мы вяжем лицевыми петлями, но вяжите так, чтобы петля не распустилась. То есть не за переднюю стенку, а еще раз вот ее перекрутить вот так за заднюю стенку. Вот. И вот так вяжем за заднюю стенку лицевыми петлями. Итак, мы должны провязать все петли этой спицы. Довязываю я эти петли до конца. Довязали. Верхнюю спицу продвигаем влево, а нижнюю вытягиваем вправо.
И поворачиваемся. Вот эта часть, это у нас вот центр слитка. Вот эти 15 сантиметров. По крайней мере у меня. Вы делаете расчеты и смотрите, сколько петель у вас в 10 сантиметрах. И берете ту табличку. И по своему размеру рассчитываете. Теперь вяжем петли другой спицы. Тоже вот за заднюю стенку. И провязываем лицевыми. Итак, мы должны провязать петли до конца спицы. Довязываем мы петли со второй спицы до конца. Опять верхнюю спицу продвигаем влево, а нижнюю тянем вправо. И поворачиваемся. Вот у нас хвостик, набор. Это у нас часть пяточная. А здесь хвостика нет. Это будет у нас мыс в этой части. Вот здесь мы должны набрать 3 петли с вами. Набирайте так, чтобы не было отверстия. Так, 1. 2. И еще за полупетлю возьмем еще одну. Вот набрали 3 петли. Теперь мы 2 петли пока переснимем на левую спицу для того, чтобы отметить центральную петлю, центр в мысе, и вернем обратно 1, поставим маркер и вернем 3, вот так. Далее вяжем лицевыми петлями. Значит, мы прибавили 3 петли в мысе. И вяжем до конца спицы. Довязываю эту спицу до конца. Вот у нас здесь хвостик. Это мы в пяточной части. Опять мы верхнюю передвигаем влево, нижнюю тянем вправо. И вязание поворачиваем. Здесь в пяточной части мы тоже должны с вами набрать 3 петли. Один, 2,
3. Так, но здесь нам нужно отмечать вот таким образом. После 3 петель маркер ставим. Затем вяжем лицевыми петлями это у нас лицевой ряд, где мы прибавляли петли. И так вяжем до конца. Довязываем эту спицу до конца. Опять передвигаем. И поворачиваемся. В прошлом ряду мы добавили 3 петли. Давайте, чтобы нам не ошибаться, мы будем отмечать, что мы здесь добавили. Это у нас был лицевой ряд. Теперь мы вяжем ряд без добавления. Это у нас будет изнаночный. Вот эту петлю возле спицы всегда подтягивайте. Вот так. Маркер переснимаем. Центральную провязали, маркер пересняли. И следующую петлю тоже провязали. То есть этот ряд круговой мы вяжем без добавления. Он у нас будет изнаночный. То есть здесь мы ничего не добавляем. И отметим вот так, чтобы не ошибиться. Итак, мы провязываем петли этой спицы до конца и вяжем следующую спицу без добавлений. Довязываю я эту первую спицу. Вяжем типа изнаночный ряд. Опять передвигаем. Поворачиваемся. И это мы находимся в пяточной части. Вот у нас здесь хвостик висит. Здесь мы тоже вяжем без добавления. Провязали первую петлю и подтянули. Маркер снимаем и вяжем опять лицевыми петлями. Вот мы здесь не добавляли. И так вяжем до конца спицы. Довязываю до конца эту спицу. И я нахожусь опять в части мыса. Так, верхнюю влево, нижнюю вправо. Поворачиваемся. Теперь мы вяжем мыс. Вот у нас зеленый маркер. Здесь будут добавления теперь. Это у нас лицевой ряд. Добавлять в мысе мы будем так. Первую петлю провязываем лицевой. И причем подтягиваем. Затем из протяжки вывязываем лицевую скрещенную. Я вам покажу по-разному, как ее вяжут. И за заднюю стенку мы ее провязываем.
То есть в мысе мы добавляем до маркера петлю и после маркера. Центральный у нас остается неизменный. И вот здесь добавляем из протяжки. Вот так, лицевая скрещенная. Затем несколько петель провяжем и отметим, что в этом ряду мы добавили петли. Это у нас будет лицевой ряд, где мы добавляем петли. Далее вяжем лицевыми до конца спицы, провязываем все петли. Довязываем петли этой спицы до конца. И вот мы в пяточную часть попадаем. Опять эту влево, нижнюю вправо. Так, поворачиваемся. Вот у нас хвостик. Мы в пяточной части. Здесь мы добавляем сразу вот из протяжки. Добавили, подтянули. Затем эти 3 петли провязываем. И добавляем еще одну петлю до маркера, тоже из протяжки. Вот уже 5 петель у нас. Маркер переснимаем и далее вяжем лицевыми. Все петли провязываем на этой спице. Довязываю этот ряд до конца, вернее петли этой спицы. Вот опять мы в районе мыса. Передвигаем спицы. Верхнюю влево и поворачиваемся. Этот ряд мы провязываем без добавления. Он у нас будет круговой изнаночный. Петлю здесь подтягиваете. Маркер пересняли. Центральную провязали и маркер пересняли. И вяжем без добавлений. И отметим, что мы здесь не добавляли. Вяжем лицевыми до конца и вяжем вторую спицу. Довязываю эту спицу до конца. Передвигаем. И поворачиваемся. Вот хвост. Мы находимся в пяточной части и вяжем изнаночный круговой. Значит, мы здесь не добавляем вот эту петлю. Вот сюда подтянули. И вяжем без добавлений. Маркер переснимаем. И вяжем все петли этой спицы до конца. Довязала я петли этой спицы до конца. Опять передвигаем. Поворачиваемся. И вот мы с вами в районе мыса. Вот здесь теперь. Значит, в мысе мы добавляем до маркера и после маркера.
Значит, эту петлю мы провязываем, подтягиваем. Следующую петлю мы тоже провязываем. А из протяжки добавляем лицевую скрещенную. За заднюю стенку. Добавили, маркер сняли, лицевую провязали, маркер сняли. Теперь я вам покажу лицевую скрещенную, кто как должен вязать. Если вы накидываете нить вот таким образом, то вы ее провязываете за заднюю стенку вот таким образом. Если вы накидываете лицевую, эту петлю из протяжки вот так, тогда вы должны ее провязать за переднюю стенку, и она у вас будет скрещенной, дырки не будет. Вот. Дальше мы вяжем лицевыми петлями, но не забудьте отметить, что вы здесь добавили петли в этом ряду. Это у вас лицевой круговой. Тут можно запутаться, потому что все петли лицевые, поэтому вы отмечаете у себя. Значит, запомните, что в мысе мы в лицевых рядах петли добавляем до маркера и после маркера. Вяжем к пяточной части, то есть провязываем все петли. Вот довязываем мы эту спицу до конца. Опять передвигаем и поворачиваемся. Так, и мы с вами находимся в районе пятки. Вот хвост. Значит, в пятке мы сразу добавляем петлю, потому как это у нас лицевой ряд. Вот здесь мы должны добавлять. Вот, добавили одну, подтянули, следующую провязали, эту тоже лицевой, эту лицевой и эту лицевой. И только перед маркером мы будем добавлять еще одну лицевую петлю, причем скрещенную. Вот так. Маркер переснимаем и вяжем опять лицевыми петлями все петли этой спицы. Вот, вяжем до мыса. Довязываю петли этой спицы до конца. И вот мы находимся в районе мыса. Опять передвигаем спицы и поворачиваемся. Теперь мы вяжем изнаночный ряд, в котором ничего не добавляем. То есть провязываем все петли без добавлений. И отмечаем, что этот ряд у нас изнаночный, мы здесь не добавляем. Итак, мы должны вязать с вами подошву, прибавляя и не прибавляя петли до тех пор, пока мы не свяжем вот это расстояние 4 сантиметра. Ну, естественно, на пятке у вас будет 4 сантиметра прибавится. Вот. А отсчитывать как? Вот здесь видно будет у вас, что у вас центральная петля здесь есть. Можете маркер сюда поставить. Вот здесь у вас вы прибавляли. Вот. И вот от маркера
4 сантиметра. По крайней мере, это на мой размер. А вы смотрите по вашим расчетам, сколько у вас здесь получается. И вот надо провязать 4 сантиметра. Ну вот, провязала я в районе мыса на расстоянии 4 сантиметра. Значит, здесь у нас тоже будет вот по прямой, это пятка, тоже 4 сантиметра. Теперь мы должны провязать 2 круга для того, чтобы выделить высоту следка, то есть вот на высоту пальцев. Вяжем без добавлений. Вот я в районе мыса, и мы здесь не добавляем. Итак, мы вяжем 1 круг и 2 круг. После того, как я провязала 2 ряда без прибавления, то есть 1 круг и 2 круг, теперь мы будем делать расчет. Берем опять нашу таблицу, берем нашу часть и смотрим. Так, вот у меня 36 размер. Смотрим строку. Число петель наборного ряда. Здесь они вяжут. Видите, написано круговых рядов. То есть это было связано на 4 спицах. Вот, было связано на 4 спицах. Значит, в моем случае 36 размер это 44 петли. В сумме было 44 петли. Значит, 11 они вязали на одной спице, 11 петель на другой, 11 на третьей и 11 на четвертой. Мы будем вязать в пятки вот эту часть. То есть мы будем задействовать только 3 спицы. То есть у нас получится 33 петли. Эти 33 петли нам нужно разделить на 2 половинки. Вот на эти 2 части. Делим на 2 и получаем 16. Значит, вот на эту часть у нас идет 16 петель. И на эту часть тоже 16 петель. А вот здесь у нас есть одна центральная петля. Вот у нас получается 33 петли в сумме. Вот эта петля, вот она уже у нас есть, здесь центральная. Давайте распределять. Вот мы находимся в районе мыса. Вот здесь, сейчас. Здесь мы будем убавлять петли тоже на такое же расстояние 4 сантиметра, как и прибавляли. Значит, делаем убавление. Значит, здесь подтягиваем, чтобы отверстие не было. Дальше вяжем
лицевыми петлями до мыса. В принципе, убавлять каждый будет по-своему, кому как нравится. Я буду делать, вот сейчас вам покажу как. Так, маркер снимаем один. Эту пересняли, маркер снимаем. Вот. Вот у нас центральная петля, она должна у нас так и лежать по центру. Значит, мы спицу вводим во вторую петлю слева направо и снимаем. Затем провязываем лицевую. И на эту лицевую провязанную надеваем 2 снятые. Вот так. И у нас эта петля так и будет идти по центру. Здесь мы убавили. Давайте будем отмечать, что мы здесь убавили. Вот таким образом. Затем мы вяжем до пятки. Вот у нас пятка. Значит, здесь мы находим центральную петлю тоже. Здесь у нас вот в пятке посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 петель. 17. Отмечаем центральную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 9-я центральная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А нам нужно 16 петель от центральной петли пятки. Значит, 8 есть. Дальше 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Еще 3 петли нам нужно провязать. Провязываем 3 петли еще. И проверяем. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. А должно быть 8. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Значит, еще одну петлю мы провязываем. Все. Значит, у нас 16 петель с этой стороны, 16 петель мы отсчитаем с этой стороны и 1 центральная. В итоге у нас получается 33 петли. А вот теперь здесь мы будем ставить маркер. Так. И далее смотрим на схему, на таблицу. Вот строка. Число петель клина подъема стопы. Вот эта строка. В моем случае их 8 петель. Ну, что-то у меня сомнения очень большие, что 8 петель это много. Клин подъема, это вот здесь вывязывается, чтоб не стягивалось здесь. Вот здесь вывязывается. Ну, я 8 вязать не буду, я буду вязать, наверное, 5. И вот здесь перед маркером мы из протяжки будем добавлять петли клина и провязывать лицевой. Вот так. Значит, здесь в мысе
в мысе мы убавили, уже идем на убавление, а здесь мы прибавляем петли клина. Дальше мы их провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 'Передвинули спицы. Девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот 16 петель, мы половину пятки провязали. Это у нас центральная петля. И далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Маркер нам здесь не нужен. 9, 10, 11, 12. Тринадцать, 14, 15, 16. Это мы связали петли второй половины. И ставим тоже маркер. И добавляем петлю клина из протяжки. Вот, значит, на одной стороне мы до маркера прибавляли петлю клина, а здесь после маркера. То есть вот эти 33 петли, это у нас будет, вот они 33 петли, это у нас постоянная величина, которая не меняется. Петли добавляются до них и после них. Значит, еще раз рассказываю. Значит, вот это у нас 33 петли. Добавляем до маркера и после маркера петли клина. А в мысе мы будем убавлять. Вот этот ряд мы сейчас довяжем. Так, довязали мы вот этот ряд, где делали убавление и прибавление. Следующий ряд. Следующий ряд у нас будет изнаночный. Мы здесь никакие телодвижения, никакие убавки и прибавки не делаем. Вяжем в круговую. Вот у нас центральная петля. Видите, мы не убавили, не прибавили ничего. Мы ее провязываем. Это у нас изнаночный ряд.
Итак, вяжем по кругу. Вот дохожу я в пятки, изнаночный ряд вяжу. Мы здесь ничего не добавляем, просто провязываем. Ну вот она у нас пятка как раз. И вяжем до мыса. Вот провязала я изнаночный ряд. Так. Теперь вяжем лицевой ряд. Вот мы находимся в районе мыса. Вот у нас центральная петля. Это мы в мысе сейчас. Вяжем лицевыми. Еще одна. И вот у нас центральная петля идет. Значит, вводим спицу сначала во вторую, потом в первую слева направо и снимаем. Третью петлю провязываем лицевой и на нее надеваем снятый. Вот опять мы убавили. Дальше вяжем лицевыми. Значит, мы вяжем лицевой ряд, где мы делаем и убавление, и прибавление. Вот этот ряд мы вяжем с вами. Значит, вот дошли мы до маркера. Эту петлю провязываем. Здесь из протяжки добавляем петлю лицевой скрещенной. Дальше вяжем лицевыми петлями всю пятку. Вот, провязали мы всю пятку полностью. Маркер снимаем. А здесь добавляем петли клина. И далее вяжем опять лицевыми петлями. Это мы вяжем ряд, где мы делаем и убавление, и прибавление. Затем вы вяжете изнаночный круговой ряд. Опять добавление и прибавление. Я буду вязать петли клина вот здесь. У меня их будет 5 штук. Вот, всего 5 штук буду делать. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель клина. Вот связала я 5 петель клина подъема. Вот в этом месте. Ну, наверное, я свяжу еще один раз и прибавлю. И смотрим, что у нас в мысе. Так, в мысе у нас пока 3 сантиметра. Еще надо сантиметр будет провязать, чтобы было одинаково. Что мы прибавляли, что должны убавлять здесь. Значит, вяжем. Еще прибавляю я одну петлю клина подъема. А вы уже там будете... Если вы первый раз на себя вяжете, будете мерить, посмотрите. Может быть, вам придется... Ну, мне кажется, вот эти 8 петель
клина подъема, это будет высота слитка уже где-то вот такая примерно, вот здесь. А я хочу связать слитки невысокие. Вот, поэтому я свяжу только 6 петель клина подъема. То есть я еще один раз вот здесь, в центре, в мысе, убавлю, вместе соединю, провяжу 3 петли. А здесь я прибавлю до маркера. Здесь и здесь. После того, как вы связали мыс, мы должны петли клина убрать. Вот я добавила 6 петель клина вот с одной стороны и добавила с другой стороны по 6 петель. В итоге я добавила 12 петель. Вот на всю окружность добавлено 12 петель. Теперь их надо убрать. Значит, распределите равномерно и через определенное количество петель провязывайте 2 петли вместе. Я не знаю, сколько у вас петель получилось во всей окружности. Разделите и равномерно удалите эти петли клина. И у меня получается где-то через каждые 6 петель я должна делать убавление. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 2 провязываю вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 2 вместе. Вот. И так мы должны убавить все петли клина, сколько там у вас получится, вот у меня 12, по всей окружности. После того, как вы убавили 12 петель, у меня, по крайней мере, 12 петель клина, один ряд провяжите без изменения. Просто лицевыми петлями. Итак, вяжем лицевыми петлями по всей окружности. После того, как вы провязали один ряд без убавлений и без прибавлений по всей окружности, вяжем резинку. Резинку вяжите любую, какая вам нравится. Вот, можно вязать 1 к 1, 2 к 2. Вот, можно вязать 2 к 3 и так далее. Я буду вязать 1 к 1. То есть одна лицевая, одна изнаночная. Причем вот смотрите, чтобы вот центральная петля была у вас лицевой. Если вы будете вязать 1 к 1. Вот лицевая петля здесь центральная. Значит, следующая у нас будет изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, вы вяжете высоту резинку в пределах 4-6 рядов. После того, как вы провязали резинку, ее надо закрыть.
Вот закрываем. У нас изнаночная, значит мы ее провязываем изнаночной. Затем лицевая. И на лицевую надеваем провязанную предыдущую. Затем у нас изнаночная. Провязываем изнаночной. На нее надеваем предыдущую. Затем лицевая. На нее надеваем предыдущую. Далее изнаночная. И на нее надеваем предыдущую. И так заканчиваем резинку по кругу. Закрываем ее. Ну вот и связали мы с вами следок. Осталось только украсить чем-нибудь. Можно сделать вышивку. Можно вязать жаккардом, аранами, любым узором, каким вам вздумается. Можно связать любой элемент из ирландского кружева сюда. Не обязательно цветок, а какую-нибудь завитушку. Вот и все. Вот такой следок у нас с вами получился. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.